Привет, друзья! Сегодня уже 23 июня, и давно прошло обновление игры Diablo Immortal. Я наконец-то достиг нового уровня сложности и хочу с вами поговорить о новых древних легендарных предметах, которые появились, начиная с уровня сложности Пекло 7. Давайте зайдем в игру и посмотрим, что это за древние легендарные предметы. Но прежде всего я хочу сказать вам, что если вы играете на уровне сложности ниже, чем Пекло 7, то эти древние легендарные предметы у вас не появятся в игре, пока этот функционал будет не активен. И для того, чтобы получить доступ к древним легендарным предметам, вам нужно перейти на уровень сложности Пекло 7. Сделать это можно, достигнув 900 уровня совершенствования. Я немножечко сейчас неактивно играю, и поэтому только-только достиг 900 уровня, перешел, и как только вы переходите на новый уровень сложности, у вас сразу же появляется сообщение от кузнеца Чарси, вот этой девочки, что «Чувак, зайди, у меня кое-какие древние останки тут появились, из которых можно скрафтить древний предмет». И когда ты подходишь к ней, пару диалогов, у тебя открывается в разделе «Изготовление предметов» древний легендарный предмет можно теперь изготовить. В настоящий момент доступен только шлем. В интернете уже достаточно много обзоров зарубежных блогеров, которые разбирали, какой из этих шлемов крут для чего, но подавляющее большинство ребят согласны, что дух демонореза, первый шлем, он один из самых дамажных и классных. Что такое древний легендарный предмет? Это легендарка на максималках. Во-первых, она дает тебе максимальный боевой рейтинг для данного уровня сложности. 4 стата, то есть все стойкость, живучесть, сила воли и сила у тебя будут доступны. И кучу магических характеристик. Ну, конкретно дух демонореза, первый шлем, он продлевает действие, повышает вероятность критического удара. В общем, он настроен на максимальный урон. Как раз что нужно охотнику на демона. Но не спешите радоваться. На самом деле получить его прямо сейчас не получится. И Blizzard сделали все, чтобы вы целый месяц фармили специальные ресурсы для того, чтобы изготовить этот предмет. Как его получить, как его изготовить? Технически есть информация, что он может дропнуться. Например, когда вы выполняете поручения, совмещенные в одно через сущность ужаса, и убиваете там босса, вам может выпасть этот древний легендарный предмет. Он также может выпасть из открытого мира, из древнего монстра, который красненький такой на карте. Но никто пока еще не дропнул, хотя там ходил 24/7 365, убивал монстров, ни у кого еще не получилось получить этот древний легендарный предмет. И тратил 100 сущностей ужаса на всякие поручения, у него не получалось. И изготовить его также можно у Чарси, собрав 100 древних артефактов. Что это такое? Это фактически побитый доспех, который сняли с трупа древнего воина. Вот. Их нужно собрать 100 штучек для того, чтобы изготовить любой из этих шлемов. Откуда брать эти древние артефакты? Есть 3 варианта, и все они описаны как раз в кнопке «Получить еще», если мы нажимаем на древний артефакт. Первое — это, конечно же, рейды адского реликвария. И здесь интересный момент, что он не из всех рейдов падает. Тебе обязательно нужно быть на уровне сложности Пекло 7 и убивать именно боссов Пекло 7. Смотрите, моего боевого рейтинга у меня сейчас 49 500 хватает на второго босса, на третьего. Извините, даже на третьего босса мне хватает. У меня 49 500. Или 48 500. А давайте посмотрим, какой у меня боевой рейтинг прямо сейчас. 48 500, извините, да, лишнюю 1000 себе приписал, но бывает. В общем, меня сейчас хватает только на 2 боссов. И вот этих 2 боссов я убил, потому что я ходил вместе с крутыми чуваками. И не знаю, есть ли вообще кто-нибудь на сервере с 51 050 рейтингом, чтобы убить всех этих боссов, но с каждого из них, с боссов Пекла 7 в адском реликварии, падает один вот этот древний артефакт, который нужен для изготовления древних легендарных предметов. Следующий способ получения этих древних артефактов — это ежедневные задания в кодексе. И тут интересный момент.
что ты их можешь стабильно получать, выполняя просто задания из кодекса. Потому что вот в этих сундучках содержится в одном из сундучке как раз древний артефакт. Вот он в третьем. То есть тебе нужно выполнить все задания, набрать 120 очков боевого пропуска, и ты получишь древний артефакт. Также в описании этого древнего артефакта говорится, что ты получишь один из своей ежедневной награды по случайным подземельям или вообще подземельям. То есть ты выполняешь 3 подземелья для того, чтобы получить свой легендарный, не легендарный, он называется, а комплектный предмет, и вместе с ним ты получишь один древний артефакт. Получается, что каждый день ты можешь получить 2 древних артефакта. Один из сундуков кодекса, а другой вместе с комплектным легендарным предметом. И давайте с вами займемся небольшой математикой. Получается, чтобы собрать 100 штук, мы можем получить 2 ежедневно, то есть 60 в месяц, а также по одному с босса адского реликвария. Боссов адского реликвария мы в неделю убиваем 5 штук. Это давайте сейчас мы берем идеальную картину, когда мы убиваем всех 5 боссов, как будто бы у нас хватает боевого рейтинга. Получается, в неделю мы получаем 5 плюс 7 умножаем на 2, 14. И еще плюс 5. 24 штуки, да? Будем округлять до 25. В месяце 4 недели. Это значит, что ровно за месяц мы нафармим 100 древних артефактов. В общем, Blizzard сделали все, чтобы вы целый месяц играли активно и выполняли задания в своем боевом пропуске, чтобы получить необходимое количество древних артефактов и изготовить именно тот шлем, который вам нужен. Интересная тема, я вам скажу. И на самом деле я не буду, конечно, бегать по локациям, искать его, тратить огромное количество времени на это. Я просто постепенно нафармлю необходимое количество древних артефактов, чтобы изготовить шлем. Что вы думаете, стоит бегать или все-таки постепенно фармить их по 2 штучки в день плюс 5 с боссов адского реликвария? Я думаю, что нужно постепенно все это сделать. А если выпадет, будет классно. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, и увидимся в следующем видео.